Всем привет! В этом видео я вам покажу, как готовила вот такой 3D торт магнитофон. Если вам интересно, смотрите дальше. Тут у меня подготовленный уже торт. Это у меня не классический медовик. Подробно, как готовила сам торт, добавлю в отдельном видео, так как этот видео уже довольно длинный. И чтобы все было понятно, отдельно будет декор и отдельно будет состав. Размер торта 20 на 38 и высотой примерно 10 сантиметров. Торт простоял в холодильнике 10 часов стабильный. Коржи впитали крем. Если где-то что-то неровно, надо подрезать. Так как мой торт должен быть высотой 20 сантиметров, но в то же время сразу собирать торт такой высотой без бортовой формы невозможно, крем не будет держаться, я поступила в этот раз иначе. Я собрала низкий и широкий торт. То есть, если мне надо высоту 20 сантиметров и в ширину 10, я собрала наоборот, высотой 10 и в ширину 20. Когда торт простоял в холодильнике 10 часов, я порезала его пополам. У меня в итоге получились два торта высотой 10 и в ширину 10 сантиметров. Я их поставила один на другой, и у меня получился нужный торт по высоте и, в общем, по размеру, какой мне нужен. Далее ставлю торт на бок и промазываю ганашем. Это бетонный ганаш на темном шоколаде. Вначале надо промазать только для того, чтобы скрепить крошки. Прикладываю пергамент и переворачиваю на другую подложку. Ганаш снизу застынет и будет ровная поверхность. Со всех сторон надо промазать бетонным ганашем. Потом, чтобы сделать более ровный бок, прямой, я опять на мягкий ганаш ставлю пергамент и торт переворачиваю на этот бок. Торт с этим своим весом придавливает ганаш, и получается очень быстро ровная поверхность. Не спеша, аккуратно, чтобы не уронить. Торт весом 5 килограмм без ганаша. И вот так же само надо нанести ганаш на вторую сторону. Повторюсь, что я переворачиваю торт на мягкий ганаш на подложку для того, чтобы быстрее сделать более квадратный торт, ровный. Если торт будет стоять просто вертикально, как ему положено, то надо будет очень долго равнять.
Когда со всех сторон ганаш промазан, застывший, ставим торт в таком положении, каком он у нас будет в дальнейшем. И сейчас надо нанести еще не тонкий слой ганаша для того, чтобы укрепить торт, чтобы торт был стабильный. Покрыла пищевой пленкой и теплыми руками прохожусь, чтобы сгладить, если где-то есть какие-то неровности. Торт стоит в холодильнике. Я раскатываю мастику, это обычная мастика. Рецепт уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Достаю торт, накладываю мастику, сглаживаю, чтобы она хорошо прилипла к ганашу. Так как у меня мастика довольно влажная, мне не надо дополнительно смазывать. Но если есть моменты, когда мастика уже высохла, то можно промазать немного обычной водой. Тогда очень быстро мастика становится влажной и прилипает к торту. Так же само прикладываем со второй стороны мастику. Сглаживаем мастику, отрезаем лишнее. На обычной бумаге распечатала шаблон магнитофона и по этому шаблону вырезаю из мастики элементы и прикладываю к торту. Чтобы скрепить детали между собой из мастики, просто надо промазать немного обычной водой, и мастика прилипает. Добавила все элементы из мастики дополнительно. Уже прикрепила сахарную бумагу. Из сахарной бумаги распечатала нужную картинку и прикрепила на мастику. Вырезала и выделила эти места, где будет динамики. Такие отверстия для диодов. Эти места для диодов надо промазать или шоколадом, или ганашем. Это для того, чтобы диоды не впитали влагу и не перестали гореть. Это я пробовала динамик поставить из желе. Готовится очень просто, выглядит хорошо. Вот с такой крышкой я буду делать следующий декор для торта. Это ручка для магнитофона. Наливаю вот в это отверстие шоколад. Чтобы шоколад дальше не затекал, поставила кусочки мастики, как бы бортики. Доставать надо довольно аккуратно. Я немного поспешила, и ручка мне сломалась пополам, но ничего страшного. Склеила на шоколад, скрепила, и она хорошо держалась.
Сделала молд. Это у меня молд из желатина и глицерина. Подробный рецепт, как приготовить сам вот этот молд, будет в другом видео. С помощью вот такой вафельницы. На вафельницу заливаем вот эту массу. Поставила в морозилку, чтобы она быстрее застыла. И вот снимаю с вафельницы, у меня готовый молд. Так же само сделала вот из крышечки. Залила на эти крышечки эту массу. Масса застыла, крышечки вынимаю, и молд готов. В эти молды наливаю шоколад растопленный и потом достаю. Это у меня будет кнопки для магнитофона. Очень удобно сделать с помощью таких элементов нужные декоры, более похожие на настоящие. Очень хорошо отпечатались все детали, рельеф. С помощью такого силиконового коврика сделала динамики. Первый вариант я делала из желе. Рецепт желе оставлю в описании. Но потом я переделала и сделала из изомальта. Чтобы желе не вытекал из силиконового коврика, я поставила нужного размера кольцо кондитерское. Поставила в морозилку. Желе быстро застыло и снимаю с коврика. Очень просто, быстро готовится. Динамики из такого желе выглядят очень эффектно, красиво, похожие на настоящие. Но крепить к торту их было не особо удобно, так как желе не хочет особо приклеиваться к шоколаду. Вот эту массу для динамиков, например, или желе, или изомальт, надо делать тонким слоем, чтобы диоды могли светиться, передавать вот этот свой свет через эту массу, так как эта масса непрозрачная. Диоды ставим в торт, в динамике в тот день, когда торт даем заказчику, потому что диодам не нравится влага, хоть и мы изолировали диоды с шоколадом или ганашем. Как я сказала, я потом изменила динамики и вместо желе использовала динамики из изомальта. Так же само растопила изомальт, окрасила в черный цвет, налила в этот же самый силиконовый коврик. Пока он был горячий, я его распределяла очень тонким слоем и прикладываю к торту. И чтобы хорошо держался, я горелкой бока грела, изомальт стал более мягкий и прилипал к самому торту. И дальше уже осталось только прикрепить кнопки к магнитофону, добавить сахарные картинки. Немного прошлась темным какао-порошком, сделала как бы такую тонировку, где надо покрасила кондурином серебряный цвет, чтобы детали были металлические. Вот и все, торт готов. И если вы будете использовать динамики из желе, не из изомальта, то желе нельзя класть на мастику. Тогда мастика от влаги, которую дает желе, будет таять.
и по-любому не будет держаться вот этот желейный динамик. Тогда надо желе от мастики изолировать шоколадом или шоколадным ганашем, или даже можно со сливочным маслом, так, чтобы вот не прикасалось влажное желе к мастике. Мой торт без декора весил 5 килограмм. Но после того, как я добавила ганаш и все элементы из мастики и шоколада, торт весом был примерно 7 килограмм. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!